Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень интересное новое устройство, а именно вот такая вот поворотная Wi-Fi камерка для видеонаблюдения, конкретно для помещений, для домашнего видеонаблюдения. Но основной ее фишкой будет являться то, что она с обратной видеосвязью, а именно с экраном. То есть ее можно вполне использовать как, не знаю, домашний телефон или видеоняню. В общем, прикольная штука. Погнали! Итак, что же это такое? Это у нас поворотная Wi-Fi камера, как я уже сказал, поворачивается влево, вправо, вверх, вниз. Модель называется D2 на 4 мегапикселя с евророзеткой D2 4MP-EU. Сразу на коробке видим, что у нее есть по тревоге обнаружение человека, разные режимы тревоги, двойное видение, то есть она видит в темноте, как будет светить инфракрасным цветом, либо обычными светодиодами. У нее достаточно большой угол обзора, она контролируется ПТЗ, поворачивается во все стороны. Но основной ее фишкой является именно обратный видеозвонок. Это мы дальше посмотрим в приложении. Больше здесь на коробке в принципе-то ничего, кроме QR-кода для приложения, нет. Распаковываем. Итак, что внутри? Внутри у нас идет сама камера в таком вот защитном мешочке. Какая-то поролонка, наверное, ограничитель внутри. Инструкция по эксплуатации с QR-кодом для скачивания приложения. Так, инструкция у нас с одной стороны на английском, с другой стороны полностью на китайском. Причем по инструкции мы видим то, что у нас эта камера работает не с тем приложением, которое мы привыкли видеть, не ITC, а именно с приложением V360 Pro. У нее оно свое. Качается, опять же, или с Play Market по QR-коду, либо с App Store. Никакого левака. Так, что еще в коробке? Всякие мелочи. А именно зарядный блок питания на 1500 мА. Кабель USB Type-C. Все это питается дело от Type-C, и никаких больше включателей здесь нет. Это значит, что аккумулятора внутри у нас нету. Здесь у нас лежала флешка. Флешку я уже вставил вовнутрь. Она вставляется вот здесь. То есть нам надо поднять камерку. И снизу у нее разъем под microSD. Флешечка, кстати, идет Mixza. Это очень-очень хорошие флешечки, опять же, с Али. У меня ни одной флешки по ним не было нареканий, хотя флешек у меня таких больше десятка в разных устройствах. И здесь еще, кроме флешечки, стоит у нас кнопка сброса. Вот здесь вот рассет, если надо сделать ее сброс. Ну, при настройке и так далее. Также идет у нас два самореза. А нужно это, чтобы крепить вот этот вот кронштейн. Допустим, куда-нибудь к шкафу, к полке, к стене, куда угодно. Здесь у нас прорезиненные ножки, но если мы захотим еще и на кронштейн все это закрепить, то он крепится так или к стене, и уже на него ставится камера. Чтобы, допустим, ребенок ее просто не сбил с того же стола или с полки. Ну вот, в принципе, вот такой вот полный комплект. Что мы видим по корпусу самой камеры? Камерка небольшая, как видите, она с ладошку. Поворачивается влево-вправо, вверх-вниз. То есть это у нас поворотная камера. Как я уже сказал, здесь у нас слот под microSD. Снизу кнопка сброса. Мы видим, что на камере куча светодиодов. Половина из них обычная, половина инфракрасная. То есть она хорошо будет видеть в темноте. Здесь микрофон, сзади динамик. Но основной фишкой ее, конечно же, является вот этот вот экранчик. И две кнопки, которые у нас здесь. Зеленая и красная кнопка. А кнопки эти нужны, конечно же, для обратного видеозвонка. То есть мы будем нажимать на кнопку, камера будет звонить нам в приложении на наш смартфон. Человек будет видеть здесь изображение с нашего смартфона, а мы будем видеть изображение с камеры. Давайте посмотрим, как это работает. Возьмем Powerbank, подключим нашу камеру, камерка прогрузилась, и вот что мы видим. У нее заработал экран. На экране по умолчанию у нас будет отображаться такая картинка с зеленой травкой, время, дата.
там значок о том, что мы подключились к Wi-Fi. В общем, просто, скажем так, для фона. Кстати, менять его, к сожалению, нельзя, он здесь только один. Ну и камера в данный момент сейчас работает, записывает на флешку. При этом ставим на наш смартфон приложение, родное приложение V360 Pro. Скачать его можно, как я уже сказал, либо с QR-кода на коробке, либо в инструкции, либо просто найти его в Play Market или в Google Play. Оно официальное, здесь во всех магазинах есть, ничего ниоткуда сторонних приложений скачивать не нужно. Значит, качаем, открываем, делаем там свой аккаунт, добавляем камеру, делается это по QR-коду, как и в большинстве случаев, все одинаково, подробно об этом видео было здесь. Если вам интересно, пожалуйста, переходите и изучайте. Ну а теперь давайте перейдем в меню самой камеры, посмотрим, что там. Открываем приложение. Заходим в нашу камеру. И что мы можем тут сразу увидеть? Первым делом у нас на экране будет управление непосредственно камерой. Вверх-вниз, влево-вправо, в общем, крутим ее как хотим. Все это сразу здесь у нас идет в моменте. Можем сделать запись сразу изображения на флешку отдельного, скажем так, видео. Вот пошла сверху запись, как видим. Можем сделать фото, можем поговорить в камеру, то есть у нас сразу будет обратная связь, но в данный момент без видео. Или послушать, что там происходит. Кнопкой «Переверни», изображение просто перевернется. Кстати, с переводом в этом приложении реально большие проблемы. Китайцы его перевели, молодцы, на русский язык, но, блин, криво. Что у нас здесь есть еще на экране? Ну, есть зум, можем открыть, увеличить, можем развернуть изображение на весь экран, можем поменять качество картинки с HD на Ultra HD. Но что хочу сказать, у этой камеры есть достаточно большой минус относительно тех, которые мы уже обозревали, там с прошивками ITC или, с прошивками XMI, а именно работающие с приложениями ITC и так далее. Ну, допустим, обзор, опять же, на хорошую камерку подобного рода будет вот здесь, для помещения. У этой камеры большая задержка в онлайне. То есть, вот смотрите, я показываю ей руку, а на экране она появляется там смартфона реально через секунды 3, а то и 5. Вот, пожалуйста, чик, 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 чик. Вот, видите? А в тех камерах такой задержки нет. Там, ну, реально, может, секунда, полсекунды, но никак не 5. А если переключить здесь на режим Ultra HD, все становится еще печальнее. Там уже и больше 5 секунд. Ну, в общем, как-то так. Меня это, ну, если честно, напрягает. Ну да ладно. Кроме этого, здесь у нас еще есть кнопки перехода в фотоальбом и в воспроизведение, и главная кнопочка для видеовызова. А это именно то, под что заточена данная камера. Но об этом чуть позже. Перейдем в основное меню. Что у нас в меню настройки? Здесь у нас есть идентификационный номер устройства, в который зайти нельзя. Ну, интересно, что это должно было быть. Информация об устройстве. Здесь название оборудования, мы ее называем как хотим. Это сама камера, как будет называться в приложении. Ее номер производителя, наверное, модель, версия прошивки. IP камеры, это какой IP она имеет на данный момент во внутренней Wi-Fi сети. Статус флешки внутри и обновление системы. Но обновление стоит последнее. Кстати, что касается IP внутри сети, вот этого адреса. Я очень люблю такие камерки подключать, допустим, к компьютеру, как вы знаете, и искать в них еще разные скрытые функции. Так вот, эту камеру к компьютеру подключить, к сожалению, не удалось. Ни в программе VMS, ни в программе CMS. То есть здесь таких настроек, как там отправка фото на электронную почту или FTP сервера, нет. А очень жаль. Ну, то есть мы переносим эту камеру из разряда более-менее профессиональных камер видеонаблюдения во что-то похожее видеоняни. Ну вот, как-то так. Смотрим дальше по меню. Здесь у нас есть еще управление PTZ, то есть, опять же, как обычно, отображение настроек лево-право, вверх-вниз. В настройках сети мы выбираем Wi-Fi, в настройках часового пояса выбираем часовой пояс. В громкости устройства мы можем регулировать громкость микрофона и динамика здесь внутри.
сигнализации, а это режим тревоги. То есть включить его, выключить, включить или выключить обнаружение гуманоидов. То есть это Human Shape Detection, так называемый режим обнаружения человека. В видеорежиме мы ставим, скажем так, режим записи, то есть запись по тревоге, постоянная запись или запланированная по времени. В мобильном отслеживании данная камера может отслеживать вас по движению. Обслуживание оборудования – это форматирование флешки, перезагрузка камеры или восстановление заводских настроек. В настройках включения экрана сколько будет работать, наверное, вот этот вот экранчик, но я поставил никогда не выключать его. И есть такая интересная еще менюшка, однокнопочный барьер. Заходим сюда, и здесь, наверное, какая-то связь, обратная связь с сервисом, с поддержкой данного приложения. Теперь давайте посмотрим основную фишку данного устройства. То есть, как осуществляются видеозвонки. Вот, допустим, я хочу позвонить на данную камеру со своего мобильного телефона. Я захожу в приложение, жму видеозвонок. Я вижу себя в приложении. И, пожалуйста, я на камере. То есть вот я позвонил, я говорю, я специально сделал тихо громкость сейчас, чтобы не было жуткого эха между двумя устройствами. И меня из него, кстати, будет вполне нормально громко слышно. Как вы видите, качество картинки на экране, достаточно топорное, то есть от, может, каких-то там 480p или 640p. Не знаю, но экранчик здесь такое себе. Однако свою функцию он выполняет. То есть я на экране, я говорю, я вижу, что происходит на камере. При этом я одновременно с этим могу покрутить камерой. Опять же, как видим, все с задержкой. У меня сейчас включен режим Human Shape Detection, поэтому я обведен такой еще зеленой рамочкой. Но сам факт, все работает. Я и здесь на экране, и тут на экране. При звонке в этом меню можно сразу включить-выключить микрофон, либо динамик. Также можно еще отключить камеру в передачу. Можно переключить камеру на обратную сторону и просто повесить трубку. А теперь давайте попробуем позвонить в обратную сторону. То есть кто-то подходит, допустим, ребенок к камере, жмет на вызов. Пожалуйста, у нас на телефон начинаются звонки. Жмем «Ответить». И вот, пожалуйста, все работает. Мы совершили видеозвонок в обратную сторону. И на камере мы, и в приложении мы. Вот как-то так. Что касаемо картинки с самой камеры. Вот, пожалуйста, я скачал с флешки видеофайл, и вот так вот мы видим картинку при хорошем освещении в комнате. Вырубаем свет, и вот так вот камера видит в полной темноте. Как видим, в помещении все будет отлично видно. Инфракрасная подсветка отрабатывает на ура. Также можно включить еще и светодиоды. При этом, как видим, полностью освещена опять же вся комната, все отлично видно. Вопросов к подсветке нет. Что в общем и целом можно сказать об этом устройстве? Камера интересная. Свою функцию как камеры наблюдения для помещения она на самом деле вполне выполняет. И на флешку пишет, и режим тревоги есть, но нет моих любимых фич, как отправка на электронную почту или на FTP сервер. Я считаю эти функции жизненно незаменимыми для камер на самом деле. А ведь если эту камеру сперли, то сперли ее вместе с флешкой, и вы просто, если у вас не подключено облачное хранилище, а оно чаще всего платное, и я уверен, вы не станете его подключать, то никаких данных, никакой информации у вас не сохранится. А так бы на электронке были фотографии или видео на FTP. Поэтому, пожалуйста, простая камера, здесь этого нет. Но фишка с обратным видеозвонком, это, конечно, прикольно. То есть это больше даже не камера видеонаблюдения получается, а конкретно видеоняня. То есть если вы хотите быть постоянно на связи со своим ребенком, либо с родственником пожилым, не столь важно.
Камера стоит, вы за ним наблюдаете, захотели пообщаться, позвонили с приложения, если человек рядом, он ответил, вы поговорили, по видеосвязи даже, эффект присутствия есть. Или если человеку что-то нужно, там ребенку или пожилому, пожалуйста, он позвонил, вы опять же поговорили вживую. Это круто, это интересно, здесь это работает. Работает вполне неплохо, не скажу, что супер, но все достаточно нормально реализовано. Поэтому для такого применения эту игрушку вполне можно рекомендовать. Прикольная вещь. Ссылку на нее я, конечно же, оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите, сколько стоит. Они еще есть в разных комплектациях, с разными флешками, с разными мегапикселями, ну и стоить будут, соответственно, по-разному. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!